Начнем с короткого видео сербов. Как они поддерживают Россию. Уже не первый раз выставляла видео, где я показывала даже у нас в Берлине, не только в Сербии. На 9 мая сербы разнесли пух и прах украинских беженцев и тех любителей украинского мира, которые сидят на наших пособиях 5-й год. Этот мужчина серб, также имеет канал, имеет проблемы с Ютубом, ясное дело. А правда никому не нравится, абсолютно никому. Теперь больше и больше убеждаюсь. Мы, кажется, в 2026 году пришли к тому, что у нас такая огромная в Европе свобода слова и мнения, что нам нужно очень быть осторожными, иначе наши каналы закрывают. Или все дело для того, что наши каналы не могли увидеть большая часть аудитории на YouTube и даже собственные подписчики. Но ладно, как говорится, мы унываем, но берем себя в руки и продолжаем. Вот эти вот сербы, низкие поклоны, как они поддерживают справедливость в мире и понимают, кто прав, кто виноват. Посмотрите это видео. Srbi, Rusi, braća zauvek! 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 Добрый день, дорогие друзья, гости моего канала. Вас приветствует канал Эрика Берлин Deutschland. Рада приветствовать вас. Многие хотели, чтобы я снимала на улице. Если вы случайно зашли на мой канал, хотя я не очень в это верю из-за YouTube, который блокирует мои видео. Тем не менее, подписывайтесь, дорогие друзья. Поддержите мой канал, если, конечно, вам нравится мой канал. А, друзья, подписчики, не забывайте ставить лайк. Мы начинаем сегодняшнее видео. Поехали! На моем канале я вам покажу изменения даже в Германии и отношения в европейских странах к Украине, особенно к украинским беженцам. Даже Германия уже немножко хватается за голову наконец-то. Скажи, они что, с ума сошли? Русские отдали 27 миллионов жизней за нашу свободу. За наше освобождение от фашизма. А они встают там и сегодня ругают русских. У них там явно не все дома. Разве вы это серьезно? Обычно наша история обязывает нас сохранять абсолютную нейтральность. А что мы делаем? Мы вмешиваемся во всем мире. Бербак долгое время вскользь и мимоходом объясняет ситуацию с русскими в войне. У той женщины явно проблемы с головой. Остальные, кто там в правительстве сидит, если я сейчас так выскажу свое мнение или подумаю об этом, меня здесь просто с места арестуют. Покажу видео отношения народа к украинскому просроченному президенту Зеленскому. Я не раз говорила, этот человек меня не перестает шокировать. То, что он говорит. Он вообще, понимает он вообще, что он говорит? Один из блогеров выставил видео и тоже говорит моими словами, этот человек совершенно лишился рассудка. На одном из выступлений на английском, понимаю, английский неплохо, конечно, не так хорошо, как немецкий, но тем не менее, мне даже перевода не надо было. Было интересно без перевода слышать его бред на английском. Он заявил, что они уже сделали одолжение Путину и России, что они Путина не засадили в тюрьму, мол, Зеленский. Я спрашиваю себя, Зеленский, как твоей коррумпированной командой, начиная с тебя и кончая всеми твоими министрами и приближенными, а? Почему до сих пор никто не сидит в тюрьме? Кто сбежал, кто вышел сухим из воды, временно оставил пост, хотя продолжает работу. Как с этими людьми? Почему ты об этом не говоришь? И почему Европа не говорит об этом, а? Почему они еще не сидят в тюрьме? Почему они продолжают нести бред? А мы нормальный народ, который имеет свое мнение на то, что происходит, не преувеличивая то, что есть. Я еще стараюсь, честно говоря, адекватно говорить на этого просроченного президента. Все, я убежден. Он сумасшедший. Он сошел с ума. По-другому я это никак назвать не могу. Fuck away to Russia. Вы вообще его последнее выступление видели? Или, может быть, посмотрели его последнее интервью? Ведь Владимир Зеленский на последнем своем интервью прям буквально на серьезном заявил,
Мы пошли на многие компромиссы. Путин и его друзья не в тюрьме. Это самый большой компромисс, на который мы могли пойти. Putin and his friends, they are not in prison. This is the biggest compromise what the world made already. То есть буквально говорит о том, что мы пошли на компромиссы, то, что не посадили людей, физически которые сделать невозможно. Ну и на этом фоне моментально Зеленскому отвечает уже Дмитрий Медведев. Тут вошь со стекленевшими глазками произнесла: наш самый большой компромисс, что Путин и его друзья не в тюрьме. Ну тогда с нашей стороны ответ совсем прост. Зеленое будет жить, пока оно продолжает разваливать страну 404. Да, признаю, что Дмитрий Медведев в данный момент слегка перегнул палку со стороной 404. Мы, как обычные граждане, можем называть кого хотим и чем хотим. Но для политиков это в принципе невозможно. Зеленского не в счет, потому что он нихуя не политик. Но еще одно высказывание, которое мне запомнилось, то что он моложе Путина. И это важно. У него не так много времени осталось. No, believe me, this is important. И по его словам, дай бог, Путин скоро умрет. Я не знаю, на чем он основывается, возможно, только на возрасте, то что 72 года это все кирдык в самое ближайшее время. Но по факту, Владимир Путин не пьет, не курит, не употребляет наркотические вещества. Блять, этот мужик в свои 72 года катается на льду, в хоккее, а также еще занимается самбо. У него одна из самых лучших медицин вообще, которая существует на планете Земля. Он будет жить, возможно, 90, может быть, 100 лет, не знаю, возможно, еще и дольше. Да и Тот человек, который заслуживает уже давно каталажку или психиатрию, он смеет говорить на своих выступлениях о том, что Россия еще должна быть благодарна, что мы пошли на компромисс, что не засадили до сих пор Путина в тюрьму. И после этого это все разрешается этому человеку. Это президент. Ну, мы знаем какой. Я еще не слышала ни одного просроченного, непросроченного президента, который говорит о том, что Путин старый, постоянно говорит старый, ему все равно осталось пару лет, а может быть и меньше. А я, мол, молодой. И правильно парень сказал. Даже независимо, люблю я Путина, нет. Но я знаю видео от Путина. И знаю, что даже немцы выставляют эти видео, показывая, человек работает над собой, чтобы продлить свою жизнь, ведет правильный образ жизни, отлично выглядит. Несмотря, конечно, ясное дело, может, подкололи, но нормально. А почему бы нет? Вон, посмотрите на простых даже украинских беженок, что они делают со своими губами раздутыми. Выглядит как, прости господи. Им, значит, можно, а президенту выглядеть хорошо нельзя, да? Мол, там многие говорят, да он без ботоксе. Что? Другие президенты нет, а их не жены. Этому человеку, извините меня, 70 лет, может, даже 70 лет, 72. В каблучках он ходит. Причем он это не скрывает. А я считаю, это проще смешно. У Зеленского рост, кажется, 1,66 м. Кстати говоря, я думала, что он меньше. Честно говоря, это позор выставлять как президенту себя в спортивной обуви, показывая это даже. Ну, знаешь, если бы закрыл там брючками, это ладно, что он выше. Человек, который уверен в себя, он никогда этого делать не будет. Мне говорят, что Путин тоже одевает как бы каблуки. Но не так очевидно. У него есть голова еще на плечах. Зеленский это делает. Это показывает еще больше его неуверенность в себе. Или что он хочет показать? Что он такой крутой? Или что? Объясните мне. Вот, я покажу, кстати, видео, где, недавно сняли его на этих вот высоких каблуках, платформе. Причем в узких брюках, и сразу видно, ясное дело, смотришь не его лицо, а ведь так должно быть. Президент должен привлекать свое внимание, лицо, глаза, как он, жестикуляция. А потом смотришь, а нет, в его случае ты смотришь на его обувь. Например, если я вижу Путина, я смотрю ему лицо, фигуру, осанку и так далее. И потом, конечно, речь, ясное дело. Но если ты слышишь бредовые вот эти вот речь пломбом, что я, мол, такой крутой, я молодой парень. Владимир Зеленский максимально подготовился к встрече с Трампом. Он надел костюм,
классику, плюс еще обувь на каблуках. Что ты, черт побери, такое несешь? Высота этих каблуков 12 сантиметров, больше, чем даже твой член. Дядя Батя вообще неадекватный человек, в принципе. Увидим просто аналогичную ситуацию, когда Владимир Зеленский делает то же самое. Надевает обувь с огромной подошвой для того, чтобы казаться выше, потому что у него рост 168 сантиметров, а у Урсулы фон дер Ляйен 180 сантиметров, то есть каблуки 12 сантиметров. Блять, я сейчас пересматриваю видос, я пиздец как ошибся. Урсула сама находится на каблуках. Каблуки на там 5-7 сантиметров. Блять, Зеленский надел, походу, обувь, блять, высотой может быть даже 20 сантиметров. Потому что он стоит выше, чем она. Он хоть и любит себя вроде бы, но что-то уверенности я особенно не вижу, если он выставляет себя вот в этих вот, на этих высоких каблуках. Честно говоря, ну, для меня это выглядит, как будто бы он не той ориентации, которую он хочет нам представить. Они, да, они выставляют себя в таких каблуках. Или человек, который, ну, совершенно не уверен в себе и недоволен своей внешностью. Если уж ты хочешь, то закрой ты это все. Это мое мнение, по крайней мере. Пишите ваше мнение, мне это интересно. Я зашла в ТикТок и посмотрела обсуждение немцев. Как вы относитесь к Зеленскому? Если вы плохо относитесь, поставьте лайк. Вы бы посмотрели, сколько там было негатива и сколько было там лайков. Я специально зашла, посмотрела, что они пишут. Итак, друзья, сейчас вам покажу видео. Я вам обещала, что в моем видео вы увидите отношение к Зеленскому в Европе и к Украине. К украинским беженцам особенно. Не к Украине, к украинским беженцам. Зеленский был в Румынии. Вы сейчас увидите, как его свистали, когда он там находился. Это просто, ну, позорище. И этот человек смеет говорить, он не посадил кого-то в тюрьму, и ему даже спасибо сказать. Каждый уже знает в Европе о махинациях, о коррупции Зеленского и его приближенных, что там вообще творится. О деньгах, которые рассказывала, которые перевозят через Венгрию с января. Такого коррупции Европа еще не видела. Теперь у него провоз этих денег через Венгрию не пройдет. Молодцы венгры. Взяли почти 500 000 или даже больше евриков и в карманчик засунули. Ну, правильно. Он использует пути той страны, которая не поддерживает вот это все. Сейчас пусть спасибо скажут, что их отпустили, не посадили в тюрьму за все, что они вытворяли. Те 7 человек, которые везли этот груз. Это же вообще у нас, говорят, перверс. Это, я не знаю, мне такого еще не слышала, чтобы такое происходило у нас в Европе. Обокрали бедного Зеленского. И он, этот человек, смеет говорить о том, что он кого-то посадит в тюрьму. Он вообще должен молчать и вот так, потом закрыть свой рот. Те, которые потом говорят, это на меня, как блогера, что я какая-то такая распространяю какую-то фальшивую информацию. Я показываю мои видео, что думает народ, что думают люди, что думают европейцы. И очень многие. Я не только и говорю мое мнение, я никого не заставляю, агитирую думать, как я. И, извините, это тоже у нас не разрешается. Я должна думать, как вы, которые поддерживаете вот этого вот фальшивого защитника Украины, который гробит вашу страну, те, которые меня пишут. И этим я лукавлю чем-то или что-то делаю не так. Я просто в шоке, что творится в европейских странах. Вы знаете, сколько блогеров и журналистов попали под это, что сейчас творится? С одной стороны, люди больше и больше прозревают. Снимают розовые очки, снимают кастрюль с головы. Как украинцы, кстати, здесь проживающие, которые давно проживают особенно. И также точно не только те украинцы, которые даже приехали с 2022 года. Больше таких видео вижу. И
что творит правосудие и что творит законы, которые с января, ну особенно сейчас с марта, вот притесняют такие каналы, как я, журналистов, людей, которые имеют свое мнение, которые на все это не могут молчать. А из-за этого просмотры падают. И если бы я раньше выставляла такое видео, у меня было почти под 100 тысяч просмотров. Не потому, что сейчас я хуже делаю или лучше, потому что статистика показывает, что у меня отличный старт, когда я выставляю свое видео. А потом его... Оно мое видео исчезает с радаров Ютуба. И это называется свободная страна. И они потом говорят, что Россия... Вы, если бы вы жили в России, вас бы сразу бы сказали бы что-то против Путина, вас же сразу в тюрьму посадили. Но я живу в Европе, и Россия это не моя страна. И у меня почти 40 лет паспорт Германии, гражданки Германии. И такого у нас не было ни с одним канцлером, что сейчас вытворяют. Запрещают сейчас высказывать свои мнения. Те каналы с политический контент или которые рассказывают, делятся своим мнением, с видео, против них война, особенно на таких платформах, как YouTube. Потому что, сами понимаете, кому она принадлежит. И, знаете, даже не сам YouTube виноват, а правительство, законы новые. Раньше можно было выговориться и сказать свое мнение. YouTube получает постоянно штрафы и постоянно разборки с юристами. 100%, ребята. И чтобы избежать это, они, не думая, закрывают или уничтожают постепенно такие каналы, как мы. И если сейчас те каналы, которые похожи на мой канал, или даже похлеще, есть такие, которые и мат, перемат, и все, еще они все нормально пока. Они еще не попали на черный список. Эти каналы, поверьте мне, до конца года тоже, к сожалению, падут в черный список, смотря на то, что происходит. Потому что с 2026 года началось настоящее гонение за правду и за мнение. Я живу в этой стране. И что у нас стоит в Конституции на бумаге и законе? Что ты имеешь право высказать свое мнение. Если не какое-то быдло, не какое-то чмо, извините меня, чтобы жить без мозгов, который может руководить и манипулировать европейская система, которая просто убивает нашу свободу. Вы, как вы говорите, хотите быть подобны, как вы говорите, россиянам? А что ж вы тогда на россиян гоните? Вы хотите показать, что у нас демократия? Но я что-то меньше вижу демократию. А вы слышали еще одну новость? Это демократия. Это та страна, которая стремится, Украина, я имею в виду, кто стремится в Евросоюз. Да, не подходит тогда. Вышел новый закон. Конечно, кто ответственен за это? Зеленский, ясное дело. В чем заключается этот закон? Вы сейчас будете в шоке. Что каждый украинец должен в 9 часов утра соблюдать минуту молчания по погибшим. Где свобода мнения. Интересно, Зеленский в 9 часов, как каждое утро. Начиная с себя. Он каждое утро встает и в 9 часов соблюдает минуту молчания. Он даже вдовам пенсии не платит. И своим солдатам. И отправляет их в топку. Благодаря ему, таким подобным ЦЦКшникам, умирают люди, неподготовленные для войны. И их становится больше и больше. Я же вам рассказал, карлика ТЦК паковали и отправляли на фронт. Это называется справедливость. Украинские политики, начинайте себя. В 9 часов рада, скорбь по погибшим. Я недавно видела видео рада во время гимна в Раде. Многие из политиков смеются, ржут. А где скорбь? А где какая-то эмоция? Это пример. Вы считаете нас за быдло? Мы должны, как стая идиотов, выполнять неизвестно какие-то новые ваши законы, так что точно в Германии, по всей Европе. А вы будете выпускать вот такие бредовые законы,
Получается так, человек на фронте, на передовой, 9 часов, речь идет о жизни, о смерти, а везде дроны, а они стоят с в 9 часов утра, минута молчания. Слава богу, что еще пока не штрафуют, дойдет и до этого. В больницах люди будут погибать, кто-то оперирует, кто-то что-то, а в этот момент, ведь поправок-то нет, что есть какие-то ограничения. Нет, все должны. И в это время останавливают операцию, человек может быть на грани смерти и жизни, а они встают с печалью и страданием на глазах соблюдать этот бредовый закон умалишенных. В то же время Зеленский, что он говорит и угрожает тем, кто блокировать будет 90 миллиардов, Орбан и так далее и тому подобное, будет посылать своих солдат в Европу, Евросоюз, вы представляете, разбираться с этими людьми. Это же угроза. Угроза членам Евросоюза. И потом этот человек смеет говорить, что пусть радуется Россия, что Путина не засадил он в тюрьму. Да это уже тоже, в принципе, причина этого человека за эти угрозы президентом Европейского Союза засадить в тюрьму, перестать ему помогать. Что сказал на это Орбан? Он назвал Зеленского: посмотри себя в зеркало, ты призрак в оливковой футболке. Вот это просто, я просто вот так скажу. Класс, Орбан. Посмотри на себя, Владимир. Внимательно посмотри в зеркало. Пока там еще отражается кто-то, кроме призрака в оливковой футболке. Ты ведь до сих пор веришь, что ты главный герой этой пьесы? Ты, мелкий комедиант, возомнивший себя вершителем судеб великого континента. Ты заигрался. Твоя сцена залита кровью, а ты все ждешь, когда суфлер подскажет тебе слова о победе, которой не будет. Ты не Давид, сражающийся с Голиафом. Ты паяц, которого вытолкнули на арену, дали в руки картонный меч и пообещали, что боги Олимпа будут на твоей стороне. Но боги сидят в Вашингтоне и Брюсселе. Они пьют дорогое вино и смотрят на твои мучения, как на гладиаторский бой в HD-качестве. Им не нужна твоя победа, им нужен твой бесконечный процесс саморазрушения. И ты в своей бесконечной гордыне скормил им целую страну. Ты винишь меня? Ты смеешь цедить сквозь зубы угрозы в адрес Венгрии? Потому что я не хочу сгорать в твоем костре? Твоя наглость не знает границ, как и твоя наивность. Ты требуешь солидарности, но что такое твоя солидарность? Это общая могила. Ты хочешь, чтобы вся Европа прыгнула в пропасть вслед за тобой просто потому, что ты не справился с управлением. Ты превратил Украину в гигантский морг. Вот где кураж, вот где смелость. Молодец. Браво. Вы знаете, что у меня сейчас нелегкое время, поэтому только вы можете помочь моему каналу. Заходите на мой канал, проверяйте, как вышли вы на моем канале новые видео, потому что YouTube не всегда будет вас информировать, он все для этого делает. А также порекомендуйте мой канал друзьям, знакомым, делайте ссылку моего канала, помогите мне, не будьте пассивными. Сегодня все, мои дорогие. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на мой канал, а также ходите без сообщения от YouTube, выходит ли или не выходит мое видео. Проверяйте сами. Самое главное, распространяйте мои видео и порекомендуйте своим друзьям. В ваших руках судьба моего канала. А я буду, несмотря ни на что, бороться как могу и выпускать хорошие видео. Мира нам всем. Независимо, где вы живете, в какой стране. В Украине, в России, в Европе, в Америке. Пока, мои хорошие.